Мы прогуляемся по красивейшим пляжам провинции Кадис. А также вы увидите Трафальгарский маяк, и я расскажу о знаменитом сражении. И почувствуйте дух свободы, хиппи. И расскажу еще об особенностях жизни в доме на колесах и что нужно знать. А также вы увидите место, где встречается Атлантический океан со Средиземным морем. И, конечно же, закат. Привет, друзья! Это второе видео о пляжах Кадиса. И кто не видел первое, посмотрите ссылка вверху, либо в описании к видео. И мы с вами остановились на прекраснейшем закате на пляже Кала де Роче. Но после заката мы поехали на новую парковку на пляж Каньяс де Мека. Это потрясающее место, здесь чувствуется дух свободы, такой хиппи. Да, мы приехали примерно 9:30 вечера, парковка была уже закрыта, и мы остановились вот тут вдоль дороги. Тут можно бесплатно остановиться, если ты не кладываешь вещи наружу, то есть не готовишь. Платная парковка за забором, порядка 10 евро за ночь. А здесь бесплатная. Видите, на этой парковке они могут закладывать столик, стулья. А это просто громадный дом, посмотрите. В него мотоцикл помещается. Еще, наверное, целый табор цыган. В чем плюс этой парковки? Буквально переходишь дорогу и сразу прекрасный пляж. Пойдемте посмотрим, что из себя представляет пляж Каньяс де Мека. Это знаменитый Трафальгарский маяк. Здесь произошло Трафальгарское сражение испанцев против англичан. И испанцы проиграли. Желтый золотистый песок. То, чего мне не хватает так в Малаге. Пляж уже не такой дикий, тут можно арендовать каяки, а также падальсерф, вот такие доски, я их обожаю, а также лежаки, все что хотите. Прогуляйтесь по бухточкам вокруг маяка, тут очень красиво. Такой необычный корабль на фоне маяка. Я читала, в 2015 году был проект преобразовать этот маяк в отель, но потом его отвергнули. А может быть, мы скоро увидим тут ресторан с красивым видом? Сейчас думают, как его использовать. На севере Испании уже 2 маяка так изменили. Вот эта дорожка ведет к маяку. Вот мы и дошли до маяка в Трафальгар. К сожалению, у него вход запрещен. Внутрь мы подняться не можем. Будем любоваться снаружи. Вон там, где стоят люди, это самая инстаграмная скала. Сюда нужно приходить на закате. Сейчас в 11 утра, видите, тут тень, и фотки получаются не очень. А если обойти эту скалу и перелезть через забор, то можно выйти вот в этому красивому пляжу Саора. Территория вокруг маяка просто громадная. Вот сейчас мы видим пляж Каньяс де Мека с этой стороны, а если повернемся, пляж Саора. На океанских пляжах Кадиса какая-то особенная атмосфера, реально чувствуется свобода, вот такие палатки с соломенными шляпками и одежда в стиле йоги, хиппи, а также развалы с украшениями. А еще тут часто встречаешь людей, которых в Испании называют перрофлаута. И тут видите, вот, допустим, в соломенной шляпе, худой. Обычно у них еще есть пес. У них нет работы постоянной. Либо они совсем не работают. Вон там ковбой. Он, допустим, подрабатывает тут на парковке. А еще тут постоянно встречаешь серферов. И кажется, что это место — это вечные каникулы. Чем мне еще нравится путешествие в доме на колесах? И это люди. Это такое классное сообщество, где все друг другу помогают, где нет пафоса. Мы вот ночью приехали, и нам тоже помогли выбрать парковку в отличном месте, потому что в темноте просто было не видно. Также, что нужно знать о доме на колесах? То, что, допустим, если у вас есть душ, вам нужно периодически сливать воду. Сливать воду не везде можно. То есть, если вы находитесь где-то на природе, в каком-то месте, туда-то можно открыть кран, то есть вы сольете и ничего страшного. А это чаще всего бывает на заправках, такие места, где можно
сливать эту воду, либо заполнять бак водой для душа. Уже используем 2/3 бака, и сейчас хотим наполнить водой на парковке. Вот смотрите, есть такие автоматы, тут стоит 1 евро 5 минут наполнения. ¿Dónde? Так, echamos. Смотрите, нужно... Esto. И все. Смотрите, такой аппарат, он показывает, сколько у нас воды в баке. Вот видите, полный бак, 2/3, 1/3. Вот так нажимаешь. Вот сейчас уже 2/3 мы наполнили, у нас была всего лишь 1/3. И, конечно, ни одно из наших путешествий не обходится без гастротура. Это же Испания. Это просто невозможно. Что нужно попробовать в провинции Кадис? Это говядина сорта ретинто. И, конечно же, тунец. Но тут самый свежий и вкусный. Я всегда заказываю тартар, либо татаки де атун. А еще попробуйте тортитес де камаронес. Посмотрим на соседний пляж, который находится рядом с Каньяс де Мека и называется Эль Пирата, то есть пират. Очень симпатичная бухта, вода такая голубая, бирюзовая, прозрачная, и здесь глубже можно прекрасно плавать, а также заниматься спортом. А вот и новый вид спорта, который я никогда до этого не видела. Чем-то похож на кайт. Если вы знаете, что это, напишите мне в комментариях. У этого парня с зелеными крыльями, мне кажется, получше получается, чем у того с черными. А это мой любимый падре-серф, как его зовут в Испании. В России обычно называют сап. А закат мы решили встретить в знаменитом городе Тарифа, и поэтому едем туда. Всего в часе езды от Каньяс де Мека. По пути проезжаем красивейший природный парк Барбаты вот с такими соснами. Это типичные сосны провинции Кадис. И что заметила, что по всему океанскому побережью тянется велосипедная дорожка, которая отгорожена и от пешеходов, и от машин. Очень удобно и местами безумно красиво. Также место от Барбаты до Тарифы знаменито своими сильнейшими ветрами, поэтому это притягивает серферов, и здесь огромное количество ветряных мельниц. Такое ощущение, что мы попали в Кастилью Ла-Манча. Пойдем искать Дон Кихота? Вот мы и приехали в Тарифу, а вы знали, что название этого города связано со словом Тариф? Это слово арабского происхождения, и город Тарифа как раз находится на Гибралтарском проливе, и арабы в то время взимали плату со всех судов, которые тут проходили. А с этой стороны пляжа видно огромное количество кайтов. Это знаменитое место вдалеке называется Валь-де-Бакерас. Оно притягивает серферов со всего мира, и там проходят международные соревнования. В этот раз мы там не остановились, потому что была огромнейшая пробка, но я вам покажу видео, когда я снимала 2 года назад. Даже если не занимаетесь кайтом или серфингом, советую посетить это место. Там есть при нем отличный лаунж-бар, кафе, можно посидеть, расслабиться. Там здорово просто. Обратите внимание на этого пса. Это типичная порода для Андалусии, андалузская водная собака. Она очень веселая, любит людей и, конечно, воду. И вот эта коричневая, это тоже андалузская собака. Ну вот мы с вами и подошли к самому знаковому месту города Тарифа. Это место, где встречается Атлантический океан и Средиземное море. Все туристы мечтают его посетить. С этой стороны Атлантика, а с этой Средиземное море, и вдалеке видна Африка. А еще здесь всегда безумно ветрено. Мне всегда холодно в этом городе, и море тут холодное, сколько я была. Когда находишься в провинции Кадис, хочется встречать закаты каждый вечер. И мне кажется, все, кто тут живут или туристы, так и делают. Как же красиво!
хочу подытожить, несмотря на плюсы и минусы, какие есть у дома на колесах, я считаю, что это нужно попробовать хотя бы один раз в жизни. Это просто невероятно. Все испанцы путешествуют. Раньше для меня это было что-то такое немыслимое, что только есть в кино, допустим, американских фильмов. И когда я это попробовала, мне очень понравилось. Если вы любите такие путешествия на машине, то я считаю, что обязательно попробуйте. Тем более в Испании все создано для этого. Огромное количество кемпингов, большое количество парковок, тем более тут приложение Park for Night вам поможет. Так что удачных путешествий, друзья! Если вам понравилось мое видео, то, пожалуйста, поддержите меня и поставьте лайк. И подпишитесь, кто еще не подписался. И я вас жду в следующем выпуске. Адьос! Пока!